от пациента. Все началось в болях со спины, а именно в области поясницы, и отбивало на ногу боль в 2023 году. Далее в 2025 году вначале опять начались боли в области позвоночника. 27 сентября 2025 года моча пошла с кровью. 29 сентября 2025 года из-за резкой боли в почке пришлось лечь в больницу. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1954 года рождения, дата исследования 29 сентября 2025 года. Область исследования: органы брюшной полости, забрюшинного пространства, медицинская документация. Фазы сканирования с контрастным усилением не представлены. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования визуализируются множественные мягкотканные очаги диаметром до 22 мм. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КРП 189 мм, КРЛ 58 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 32 плюс 57 ху. Диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь удален. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Холедок до 5 мм. Поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна. Плотность плюс 18 плюс 42 ху. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, УАЙ-образной формы. Правая почка размером 55 на 53 на 113 мм. Паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактно уплотнена. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка размером 85-64-127, паренхима неоднородна, структура почки неоднородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка неравномерно уплотнена, инфильтрирована. В области ворот почки немногочисленные лимфоузлы размером по короткой оси до 21 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Свежие костно-травматические изменения не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. По задней поверхности тела TH12 определяется участок деструкции размером 12 на 11 на 16 мм. В теле L1 аналогичный участок 32 на 15 на 25 мм, с мягкотканным компонентом 47 на 38 на 20 мм, с компрессией просвета позвоночного канала. Остистый отросток также и вовлечен в процесс. В теле L2 участок деструкции размером 21 на 12 на 15 мм, в L3 33 на 12 на 24 мм. По стенкам толстой кишки визуализируются множественные дивертикулы диаметром до 10 мм, без признаков воспаления. Заключение: КТ-картина образования левой почки, секундарного поражения легких, тел позвонков TH12, L1, L2, L3 с формированием вторичного стеноза позвоночного канала на уровне L1, лимфоаденопатии живота. КТ-признаки состояния после холецистектомии, диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника, дивертикулеза толстой кишки. Рекомендована консультация онколога. КТ органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза с контрастным усилением. 30 сентября 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Ситуация так себе. Левая почка представлена опухолью, которая дала метастазы в легкие, лимфоузлы живота и в позвоночник. От этого и все ваши проблемы. Вам нужно сделать КТ с контрастом для более точной оценки опухоли, метастазов
и с результатами обратиться к онкологу.